Ребята, всем огромнейший привет, с вами Аня Сойка и вы на моем канале. Я хотела вам сегодня рассказать про нашу историю, так скажем, последние 2 года жизни. В общем, как вы уже знаете, получается, в 22 году мы переехали жить в Польшу, в город Вроцлав, в котором мы жили 1,5 года. А затем мы решили переехать в город Варшаву, потому что у нас там было больше друзей, столица, нам было все это интересно. В общем, мы поехали в Варшаву. Жили мы в Варшаве, все, в принципе, было неплохо, но, по финансам было очень сложно. Наш хозяин решил такую поднять оплату, один раз, второй, и, как вы знаете, я тоже не работаю. У нас в семье работает сейчас один Юра, мой муж, и у него тогда был такой переходный период, и он тогда увольнялся с одной работы, и на вторую работу его взяли на 0,5 ставки. И там, была какая-то заминка с финансами, с зарплатой, поэтому зарплату ему скинули через месяц, или даже 1,5 месяца, или даже 2. То есть была прям задержка по зарплате. И в то время мы поняли, что мы просто финансово не вытягиваем Варшаву. И плюс, конечно же, у меня за столько лет в Польше, у меня очень сильно вниз поехало мое моральное самочувствие, состояние. Я себя очень плохо ощущала морально, ментально и физически. У меня просто, знаете, организм, так скажем, интересный, взаимосвязанный. У меня очень, мозг, голова. Ой, извините, все, кашель, у меня все есть у меня была ангина, так что еще есть остатки, что-то, в горле копится, какая-то мокрота или что. И, в общем, у меня моя голова прям очень тесно взаимосвязана с телом. Бывают такие истории, что я думаю, давно не болела мне голова, классно. И что вы думаете? И болит голова. И я не понимаю, как это вообще работает, как у меня настолько сильная эта взаимосвязь тела, чувств моих и ощущений моих мыслей. Поэтому у меня было все плохо в то время со здоровьем и физическим, и, как вы поняли, и ментальным. Поэтому приняли решение поехать в Беларусь, восстановиться финансово, я морально и я физически. В общем, все цели эти были там достигнуты, мы там жили, было там, в принципе, нормально, но, конечно, знаете, ощущается, что в Польше больше возможностей, лучше инфраструктура, мы уже в целом так привыкли уже к Польше, оказывается, такая, знаете, еще интересная вещь, что в Польше я себя чувствую точно белорусской. А в Беларуси я себя уже прям ощущала, что я уже больше польская. В общем, это, да, такая вещь интересная. И тут в Польше нам безумно нравилось, что можно путешествовать, опять же, по миру, чем, конечно, мы и пользуемся тут. В общем, приняли решение возвращаться в Польшу. В Беларуси мы пожили где-то 9-10 месяцев, и, получается, в июне мы полностью уже переехали в Белосток, в новый город в Польше, с нашей кошечкой, кстати, Луной. Итак, ребята, у меня сел штатив, поэтому я сейчас тут немножко все это договорю. В общем, есть видео о том, как мы взяли в Бресте эту Луночку, нашу маленькую жопку пушистую, и мы, с ней сюда переехали. Можно сказать, что вторая эмиграция, конечно же, отличается от первой. Уже все же есть, знаете, знание Польши, знание языка, уже, конечно, куда лучше, чем было. Все, проще. И самое главное, что появилась цель здесь жить. То есть раньше
Ой, зачем я трогаю свой микрофон? Раньше, как вы знаете, я сюда поехала не по своей воле, что ли. Я сюда поехала за компанию с мужем из-за того, что его компания сказала, что нужно переезжать, нужна перелокация и все такое. Поэтому я с ним поехала. У меня очень устает рука, поэтому, возможно, сейчас я что-нибудь придумаю, куда поставить штатив и договорить. Продолжаем историю. И, собственно говоря, изначально я вообще ехать сюда не планировала, поэтому я поехала с Юркой, с мужем. И уже вторая, знаете, уже эмиграция уже была такая, у нас уже двоих осознанная, и он, и я уже этого хотели, поэтому, знаете, ощущения, конечно, вообще другие абсолютно. Сейчас мне прям и хочется учить польский, я пошла к репетитору к польке, кстати. Мне нравится учить польский, в принципе, мне город нравится, вот, Белосток, в принципе, как будто бы, знаете, вообще другие ощущения. И вот те люди, которые раньше мне говорили, что вот там, ты там польский плохо знаешь, ты его не учишь. Ребята, дело было не в том, что я плохо что-то делаю, что я мало стараюсь. Дело было в мотивации. Как вот вы не понимаете самого главного, основного, что у всех у нас разные причины, почему мы здесь оказались. Кто-то прям безумно об этом мечтал уже 6 лет, он знал, что он переедет в Польшу, у него была какая-то цель, план, у него, допустим, корни есть, они там с мамой, с папой постоянно везде здесь отдыхали, ездили, у кого-то там бабушка полька, там еще что-то. Кто-то вот абсолютно про это не думал. И хоть я из Бреста, ну это прям получается вот около границы с Польшей, и раньше Брест был польским, я все равно, так скажем, мало знала о Польше, и поэтому у меня вообще не было никаких представлений о жизни тут, поэтому мне было пипец сложно. Еще плюс то, что я уволилась с работы в Беларуси, я сюда переехала без работы, мне было еще вот из-за вот этого очень морально сложно, потому что если ты хотя бы переехал с работы, с своей карьерой, ты здесь адаптируешься лучше, потому что у тебя есть опора в виде работы, коллег, всего вот этого. А у меня не было. Конечно, вот вы скажете, ну, Ань, ну какого хрена ты просто не работала? А я вам скажу, что, ну, как вы поняли, у меня было сложное моральное состояние, ментальное, и по итогу, вот как я жила в Беларуси, я там вообще пошла уже не к психологу, а к психотерапевту, и я сейчас еще до сих пор на медикаментах. И только вот совсем недавно мне стало прям реально лучше. И сейчас я вот ощущаю, знаете, какие-то силы, движение вперед, мне что-то делать хочется. А в те дни я просто не понимала, зачем жить. И вот в таком состоянии ты абсолютно не думаешь ни про работу, ни про что. Поэтому, к счастью, у меня Юра есть, вот, он обеспечивал меня все вот это время, вот, поэтому, если ты здесь, конечно же, с работы, то намного проще. Если ты сам эту эмиграцию жаждал, тоже здесь тебе лучше и проще. А у меня, получается, не было ни первого, ни второго, поэтому было сложно. А сейчас уже при цели здесь жить, при желании жить, короче, все намного лучше, есть какое-то желание вообще в целом жить есть и в Польше. Поэтому сейчас вот такая история, вот так, скажем так, мы оказались в Белостоке. Если вам интересно, почему именно Белосток, то я отдельно об этом расскажу.
И, конечно же, пишите обязательно вопросы, если у вас есть, давайте общаться. У меня сейчас новый такой, скажем, период в жизни, я сейчас возрождаю YouTube, и может я все-таки когда-нибудь наберу эту 1000 подписчиков, которые мне необходимо для монетизации, чтобы хоть пару долларов капало в месяц, так скажем. Вот, поэтому пишите, подписывайтесь, спрашивайте, подписывайтесь еще на меня в Инстаграме, в Телеграме, вот, только в случае, если вам это интересно, потому что есть такие люди, которые просто подписываются, просто чтобы подписаться. Меня такое не интересует, потому что, то есть, я не понимаю смысла. Так что все, всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Аня, и до новых встреч. Пока-пока, дорогие друзья!